Преосвященнейшем епископе Иннокентии и о Господине, Преосвященнейшем епископе Игнатии, честном пресвитерстве от Христине, о богоугоднейшей нашествии и власти, и воинстве я, Господу помолимся. Книг, Господу помолимся. И временем мирным, Господу помолимся. Господи, помилуй. Недумающих, страждущих пленных и о спасении их. Господу помилуй, всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, славную Владычество, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми. Яко подобает тебе, всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу Иисуса, и во веки веков. Господи,
От Иоанна Святаго Евангелия чтение. Пришедшим к нему иудеям, аминь, аминь, глаголю вам, яко слушая словесе моего, и верую пославшему меня, имать живот вечный, и на суд не придет, но придет от смерти в живот. Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час, и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же Бог Отец имать живот в себе, так даде и Сынове живот имейте в себе, и область даде Ему, и суд творите, яко Сын Человечий есть, не дивитесь сему, яко грядет час, он же всесущий во гробе, услышит глас Сына Божия, и изыдут сотворшие благое воскрешение живота, а сотворшие злое воскрешение суда. Не могу вас о себе творите нечестно же, яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть. Яко не ищу воли моя, но воли пославшего меня, Отца.
услыши и помилуй. Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия, новоприставленного митрополита Теофана, я еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Да буде Господь Бог, почини души его, и же праведнее покаяются. Милости Божие, Царство Небесного, оставление грехов Его, Христа Бессмертного, Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Яко Ты есть воскресение, живот и покой усопшего, раба Твоего, новоприставленного митрополита Феофана, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
аллилуйя, аллилуйя.
совмещим славим всеми, и приидем в Назарет, и дежеве воспитан, и в ниде по обычаю своему в день субботный, а в совмище и воста чести, и дашь ему книгу Исаия пророка, и разгнув книгу, обрете место, где же написано, Дух Господень на мне, Его же ради помазания, благовестите нищим посламя, исцелите сокрушенное сердце, проповедуйте плененным отпущение и слепым прозрение, отпустите сокрушенные во отраду, проповедуйте лето Господне приятно, и согнув книгу отдав слузе, седи, и всем согнищи очи бяху зрящина, и начат глаголать ему, яко днесь быся Писание сие в уши вашу, и все свидетельству ему, и дивляхуся славе всех благодати, исходящих из уст его, и глаголуху, Есели есть сын Иосифов, и рече к ним, всяко речетими притчесью, врачу исцелися сам, и лика слышка бывшая в Капернауме, сотвори есте во Отечестве своем, рече же, аминь глаголю вам, яко никакой пророк приятель есть во Отечестве своем, поистине же глаголю вам, многие вдовицы выше в одни длины в Израиле, егда заключится небо 3 лета и месяц 6, яко быть глад велик по всей земле, и не поединый им послан бы Илья, догму Сарепку Сидонскую, жене вдовицы, и мнози прокажений веху при Елисее пророце в Израиле, и не один же от них очистися догма, Ниман, сирияне, и исполнившися всей ярости, солнечных, слышавшись я, и восставшись к нашего вон из града, и ведошь его наверху горы, на нем же град, и создан бяше, добыша его не зринути, он же прошед посреди их, дяше, и снили в Капернаум, град Галилейский, и беуча им в субботы, и ужасахуся по учению его, яко со властью без слова его, сомнишеве человек имей ухо, беса нечисто, и возопи глазом перием глаголя, остави, что нам и тебе, Иисусе Назарянин, решилося, погубите нас, вем тя, то есть и святый Божий, и запрети ему Иисус глаголя, примолчи и изыди из него, и поверх него лезь посреди, изыди из него, и како же приди его, и пусть ужас на всех, и стязавшися друг от друга глаголищи, что слово сие, яко властью и силою, следить нечистым духом, и исходя, исходяши глаз о нем во всякое место страны, восставши из согнища, ныне дом Симонов, тещи же Симонова, и одержимых огнем верии, и молишь его о ней, и став пред ней запрети огню, и остави ее, абель восставший, служащий, заходящий же солнцу все, и лица и мягку, хвалящие, и духи рахничные, привождавшие к нему, он же на единого Бога им, пути восход, исцеляши им, исхождаши же, и беси от многих, вопиющих глаголище, яко ты си Христос, Божий, и запрещая, и даяши глаголите, яко верю Христа, самогущуща, бывший же дню и шесть, идем путу, остресту, и народы страху его, и придоши к нему, и удержаваху его, дабы не отшил от них, он же рече к ним, яко и других, ограду, благовестите ми подобает Царствие Божие, яко на сей воздух есть, и мир проповедуя на солнце Галилейских. Вы же, належащему народу, да выше слышали Слово Божие, и глобе стоя, и езери, и на совести, и видят вас,
видно, да? Ставьте YouTube шашку. Потребуем заказа с всех. Можно разговаривать, да? Мы сегодня прощаемся владыкой Феофаном. Я скажу, что воочию и лично будучи уже знакомым и неоднократно пообщавшись по проблемам мира, согласия в республике, служения, могу сказать, что он явился примером, как нужно служить делу, которому ты посвятил свою жизнь, где бы ты ни работал. Он же за насыщенную свою жизнь, начиная от Иерусалима, включая южные государства Америки, а у себя по стране, включая и Камчатку, не говоря уже и южные области, края республики, и Кавказ. И перед тем, как переехать к служению в Татарстане, как митрополит Казанский, Татарстанский, он служил на Урале. И я должен сказать, что во всех точках, где потребовалось достичь согласия и снимать любое напряжение, оказывался он. И я помню еще 93-е годы, будучи участником составления, работая над союзным договором, тогда, когда в 93-м году получилось, что как бы Верховный Совет вышел из повиновения президента страны, тогда мы не были знакомы, но я наблюдал, как энергично, от всей души он уговаривал, чтобы не допустить дальнейшей конфронтации. Это могла быть и кровь, это могла быть, ну, мы уже знаем не чужих слов, что получалось, и попытки взять телецентр и так далее оппозиционными, в то время силами. Оппозиционные силы какими были? И Верховный Совет тогда Российской Федерации, и включая даже вице-президента Российской Федерации. Хорошо, что как бы тяжело не было, хотя и определенные крайние меры были приняты, но во имя это согласия и мира, и не допустить в стране такой переломный момент гражданскую войну. Я должен сказать, что он, служа церкви православному всей Руси, он очень часто и держал контакт, и являлся и членом общественной палаты страны. Он как прекрасный одаренный дипломат, я скажу, это уже я восхищался во время бесед. Мы последние годы с ним часто встречались, почему? Потому что он, когда стал митрополитом Казанский и Татарстанский, в последнее время он работал на Урале, Челябинской области, митрополитом. И когда переехал к нам, первое время мы знакомились, и через некоторое время я запомнил на всю жизнь, настолько надо быть мудрым. Человек пришел, посмотрел, очень много видавший уже в мире, он же и за рубежом, и внутри страны. Как-то, когда сидели вдвоем, он мне откровенно говорит: Ментимир Шарипович, я ожидал, слыхал, что в Татарстане достигается мир и согласие. Я не думал, что в такой многонациональном составе населения и многоконфессиональности нашего общества, что могло быть достигнуто такое согласие. Мне, он сказал, мне, говорит,
наверное, мне кажется, что буду стараться сохранить этот мир и дальше совершенствовать. Эти слова была высокой оценкой всей нашей деятельности и руководства, и общественности нашей республики. Опытным глазом, человек много видавший, такую оценку дал своду. И он, все его слова и вера, и доверие, и вся деятельность была этим проникнута. И я должен сказать, что его полюбили все конфессии, что очень важно. Республика многонациональная. Он объединил все. Такую силу убеждения, силой слова, дипломата, ну, я должен сказать, что мы уж за свои годы деятельности многое видели, но он действительно являлся очень талантливым человеком. Талантливым, я должен сказать, во всем, но человек, который словом и верой мог повлиять на всех нас. Это, я должен сказать, даже и независимо от конфессиональной принадлежности. Почему? Потому что он как-то вокруг него объединялись, находили взаимопонимание и муфти нашей республики, и другие представители религиозных конфессий. Спасибо ему за тот великий труд, я должен сказать, что и мы должны сделать выводы, кого бы патриарх всей Руси не определил на службу митрополитом Казани и Республики Татарстан, я думаю, что и всех для нас остальных он является примером честного, добросовестного служения и достижения цели во имя единства, добра и благополучия. Пусть земля будет пухом. Уважаемому владыка Феофан. взывающие и глаголющие.
же зовы, и за многие изливаемое во оставлении грехов. Твоя от Твоих, Тебе приносяще, о все и за вся. Третий час апостолом Твоим спаслову, а во благие Тебе отдаст, обнови нас, Третий час апостолом Твоим спаслову, а во благие Тебе отдаст, обнови Господи же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим спаславый, того благиня Ты от нас, на обнови нас, молящихся. патриарших, пророчек, апостолов, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержницах и о всяком духе праведном, вере смертях. Изрядно о Пресвятей, Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. И
Троицкие Сергиевы лавры, священного архимандрита и господина нашего, высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Йошкар-Олинского и Марийского, и господина высокопреосвященнейшего Феофилакта, архиепископа Пятигорского и Черкесского, и господина преосвященнейшего Мефодия, епископа Альметьевского и Бугульминского, и господина преосвященнейшего Иннокентия, епископа Елабужского, и господина преосвященнейшего Игнатия, епископа Чистопольского и Нижнекамского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твое истины. Помяни, Господи, и Господина, высокопреосвященнейшего Дионисия, митрополита Воскресенского, и гоже даруй сетей Твоей церкви, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяща, Слово Твое истинный. Стыдным сердцем славить и воспевать их, пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
яко Твое есть царство, сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Мир всем. Благодатью и добротами и человеколюбием единородного
Почему сейчас, а не в другое время? Почему? Так и хочется сегодня воскликнуть с апостолом Павлом. О, бездна, богатство и премудрости и ведение Божие! Как непостижимостью быть Его и неисследовать пути Его. Господь призвал. Все кончено. Прощается владыка со своей митрополией.
триумфальных апостолов, святителей Фурии, Варсонофии, Германа, Казанских чудотворцев, святых апостолов от 70 Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия, святого мученика Ареста, врача, Ильши памяти, совершанки, мирного святых отца нашего Иоанна, епископа, Константина Града, Златоустаков, святых праведных, Богатец, Иакима и Авдий, всех святых, помилуй, спасет нас, яко благой человек в этом мире. Отцы, братья и сестры, позвольте предоставить слово Высокопреосвященнейшему Дионисию, митрополиту Воскресенскому, управляющему делами Московской Патриархии, прибывшему в город Казань по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, дабы возглавить заупокойные богослужения и погребение блаженно почившего Преосвященного митрополита Феофана. Ваше Высокопреосвященство, глубокочтимый владыка митрополит Иоанн, ваше уважаемый и досточтимый президент Республики Татарстан Шахмат Галиевич, дорогие братья, сослужители, священники, диаконы, высокие представители государственной власти, дорогие братья и сестры, мы собрались здесь для того, чтобы проститься с Преосвященным владыкой митрополитом Феофаном. Но будучи христианами, мы знаем, что прощание – это относительное понятие. Прощаясь, мы одновременно знаем, что смерти не существует для верующего сердца. А то, что владыка митрополит Феофан верил глубоко, горячо и действенно, об этом нет никаких сомнений ни у кого, кто его знает. В том числе у святейшего патриарха, который сегодня в этот день молится вместе со всеми нами об упокоении владыки. И обращается ко всем нам со словами соболезнования и утешения. Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью узнал о кончине митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Коварная болезнь унесла жизнь еще одного иерарха нашей церкви, человека яркого, талантливого и очень деятельного. Почивший архипастырь был наделен от Господа многообразными дарованиями, которые он стремился приумножать во славу Божию и на пользу святаго православия. Промыслом Вседержителя ему было суждено
совершать различные ответственные послушания. Несколько лет он нес служение в русской духовной миссии в Иерусалиме, был секретарем экзархата в Центральной и Южной Америке, трудился в отделе внешних церковных связей, являлся представителем патриарха Московского при патриархе Александрийском и Антиохийском. На всяком месте послушания владыка Феофан старался представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Господу было угодно поставить его на высокую свечницу церковного служения и сопричислить преемникам апостолов. Начав свое архипасторское делание сначала на Магаданской кафедре, затем почивший многие годы с усердием и ревностью совершал епископское служение на Северном Кавказе. Будучи человеком решительным и обладая прекрасными организаторскими способностями, почивший умел находить общий язык с представителями разных религиозных традиций и убеждений, пользовался заслуженным уважением окружающих. Немало потрудился митрополит Феофан и на Челябинской земле, заботился о развитии церковной жизни в этом Уральском регионе. Последние годы почившего архипастыря были связаны с Татарстаном, где усилиями владыки осуществлялись многие значимые духовно-просветительские проекты, успешно развивался межрелигиозный диалог, строились и восстанавливались православные храмы и обители, в чем мне довелось убедиться и лично во время первосвятительского визита в Казанскую епархию в 2016 году. Возношу молитвы милосердному Господу, дабы Он простил новоприставленному своему служителю всякое согрешение, вольное и невольное, водворил его во обители небесные, и где же праведнее упокоиваются, и сотворил митрополиту Феофану вечную память. Искренне соболезную всем вам, Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Преснопамятный владыка Феофан готовился на этой неделе, в ближайшие дни, совершить молитвенное воспоминание 20-летия своего архипасторского служения. И многие здесь стоящие надеялись участвовать в этом празднике и поздравить владыку с его многоплодными, с его многочисленными и значимыми плодами, которые он принес Церкви Христовой. Святейший Патриарх неоднократно отмечал владыку Феофана многими наградами, и к этому юбилейному дню тоже владыка был удостоен ордена, который в последнее время весьма редко преподается, хотя и предназначен только для архипастыря. Девиз этого ордена «Таков нам подобаше архиерей». Это орден святителя Алексия, митрополита Московского. И сегодня, в этот скорбный день, я за послушание, которое дал мне святейший патриарх, должен сказать вам о его последней награде, передав ее наместнику Казанского монастыря, там, где воздвигается в честь Царицы Небесной великолепный собор, который одновременно и памятник благочестию и вере живущих здесь, и благочестию и вере владыки. Пусть эта награда с ликом святителя Алексия Московского, великого чудотворца Всероссийского, положенная там, в стенах святой обители, напоминает о том, что каждый из нас должен не просто прожить эту жизнь, но принести Богу хоть малый плод, чтобы и о нас вспомнили, и вокруг нашего гроба собрались, и за нас возносили свои молитвы.
владыке митрополиту Феофану вечный покой на небе и вечная память на земле. Аминь. Аксиос, почившему митрополиту Феофану. Аксиос, Аксиос, Слово предоставляется президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Миниханову. Дорогие друзья, уважаемые священнослужители, сегодня мы прощаемся с нашим митрополитом, владыкой Феофаном. Владыка был уникальным человеком. Это и ум, и его общественная деятельность. И он за все эти 5 лет, которые служил митрополитом в нашей республике, был образцом, примером для духовного служения всем конфессиям. Не могу не сказать, что за время его служения особо сложились очень добрые отношения с мусульманской умой. Не могу не сказать о той работе, которую владыка Феофан проводил вместе с нами по поручению президента нашей страны в рамках стратегической группы «Россия. Исламский мир». И, конечно же, в то же время он был очень доступен, очень прост. И вот все эти его качества, конечно же, мы все в Татарстане его полюбили. У меня были часто встречи, мы на всех мероприятиях встречались. Вот последняя встреча, когда мы с ним чай пили, он говорит, все равно, говорит, у меня служба завершится, есть возрастные вещи, и я, говорит, все-таки хотел бы остаться, приземлиться в республике. Я говорю, конечно, владыка, мы искренне будем рады, но вот никто не думал, что все это произойдет вот таким образом. Мы всегда будем помнить о нашем митрополите, владыке Феофане, и то, что он пример служения нашему Отечеству, его история служения и за пределами нашего российского государства, и в регионах нашей страны, с кем бы я ни говорил, все люди, все, кто его знает, отзываются о нем только положительно. Владыка Феофан останется в сердцах татарстанцев. И, конечно же, вот тот памятник, который они восстанавливали историческую справедливость, вот собор иконы Казанской Божьей Матери вместе с нашим первым президентом Митием Шаймеевым. Это на самом деле он ждал, когда мы откроем, мы и обратились и патриарху, и президенту, и патриарх ответил. Конечно, вот так получилось, что он будет находиться там. Мы искренне благодарны патриарху, что такое решение было принято. И вечно будем помнить добрые дела нашего владыки Феофана. Слово предоставляется губернатору града Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову. Уважаемый Рустам Нургалиевич, досточтимые владыки, честные отцы, праведные матушки, дорогие друзья. Сегодня в траурный день мы прощаемся с митрополитом Феофаном. Болезнь прервала жизнь замечательного, яркого, талантливого человека, церковного, государственного деятеля, моего друга, моего духовного наставника. Он родился в Курске в
простой православной семье, был 6-м ребенком. С детства он возрастал в православной вере от своих родителей, от священников сельского храма, определившего до конца дней его жизненный путь служению церкви и Отечеству. Он принял постриг в обители преподобного Сергия Радонежского, стал священнослужителем и через всю свою жизнь пронес заповедь Авы Сергия: любовью и единением спасемся. Он служил во многих странах, в разных регионах нашей страны. Его любили, уважали искренне. Он строил храмы, возрождал обители. Это был жизненный путь возрастания архиерея. Он приобрел тот бесценный опыт, который помогал ему в терпении веры, в национальном согласии, в уважении национальных традициях, в той особой среде, в которой он окормлял свою паству. Этот опыт особенно пригодился на Северном Кавказе. В те страшные дни в Беслане он под огнем вынес маленькую раненую девочку, положил в свой автомобиль, довез до больницы и тем самым спас ребенка, рискуя своей жизнью. Он был утешителем родителей погибших детей. Основал монастырь, помогал беженцам из Южной Осетии, делясь всем необходимым. По Северному Кавказу в те лихие годы он перемещался без охраны. И противоборствующие стороны к нему относились с уважением. Более 5 лет он возглавлял Казанскую митрополию. И тот опыт, который он приобретал в других регионах, служили гарантом мира, благополучия, вероисповедания, терпимости и национальных традиций. Он был гарантом мира и согласия в республике. Он строил Казанский храм. Ему помогали все: руководство республики, бизнесмены, да и простые люди, независимо от национальностей, вероисповеданий. Его в Татарстане очень любят, почитают и уважают. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, в его учениках, в его почитателей. Упокой, Господи, душу моего друга, наставника, вновь представленного митрополита Феофана в селениях праведных, и сотвори ему вечную память. Слово предоставляется губернатору Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову. Глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич, глубоко уважаемые владыки, дорогие друзья, вся Ульяновская область со слезами на глазах встретила сообщение о кончине нашего любимого владыки.
И сегодня, улетая сюда, в Казань, многие мне звонили и просили от них поклониться и сказать добрые слова. Он не так долго работал у нас, служил у нас, но след оставил, несомненно, очень знаменательный. Это благодаря ему мы построили красивейший кафедральный собор, который восстановили по чертежам. Это благодаря ему мы построили, открыли новые монастыри. Это благодаря ему. Мы все вспомнили о том, что грозные годы 1941, 42, 43 руководство Русской Православной Церкви служило в городе Ульяновске. И мы увековечили это все в памяти. Это благодаря ему нас навестил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И таких случаев, и таких примеров можно перечислять, перечислять и перечислять. Я тоже, как и Александр Дмитриевич, могу с гордостью сказать о том, что я относился к владыке не только как к священнику, но и как к своему духовному руководителю, как к своему другу. Моя большая семья очень-очень его любит. И я сделаю все, чтобы мы о нем не забыли. Спасибо большое. Слово предоставляется первому заместителю министра экономического развития Российской Федерации Михаилу Викторовичу Бабичу. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые владыки, отцы, дорогие друзья, более 20 лет связывает меня с владыкой Феофаном. Сложнейший жизненный путь прошел этот человек на самых трудных участках нашей страны в самое трудное время, выполняя сложнейшую миссию за рубежом. Этот человек всегда нес только добро, заботу о людях, веру в Бога. По роду своей служебной деятельности я не раз видел, как в ситуациях, когда, казалось бы, не оставалось никакого другого решения вопроса, кроме силового, этот человек в самый нужный момент находил те самые правильные слова, а когда необходимо, совершал и поступки, и ситуация разрешалась мирным образом, разрешалась в интересах людей, сохраняя их жизни, здоровье и веру во все человеческое. Мы были свидетелями, как за одни сутки, как сказал Александр Дмитриевич, он мог за рулем «Жигуленка» проехать 5 регионов Северного Кавказа за одни сутки. И в каждом из них находить нужное слово, совершать те поступки, которые ждали от русского православного священника. Ждали православные, ждали мусульмане, ждали представители всех конфессий. Для него не было разницы в национальностях. Для него не было разницы в конфессиях. У него на первом плане всегда был человек, его благополучие, его душа. Он отпевал наших товарищей, он крестил наших детей. Все эти годы он всегда был рядом с нами. И тем больнее вот эта безвременная утрата. Но здесь, в Казани, я хочу сказать вот еще о чем. Как-то совсем недавно он говорил мне, удивительно сложилась моя жизнь. Я проехал почти всю страну. Я был во многих странах за пределами нашей Родины. Но никогда не сводила судьба с Татарстаном. А за эти 5 лет он полюбил, по-настоящему полюбил Татарстан, полюбил татарстанцев. И вот то, что Рустам Нургалиевич сказал, действительно остаток жизни, неважно в качестве
митрополита или уйдя на покой, он хотел провести здесь. Это говорит о том, что вот в этой многоконфессиональной республике для него все сложилось так, как, может быть, он хотел всю свою жизнь. Каким он хотел увидеть наш внутренний мир в России, многонациональный и многоконфессиональный. Так распорядился Господь, что он остается здесь, остается, к сожалению, уже ушедшим от нас, но все его добрые дела, все его поступки, все его заповеди, все его уроки, они останутся с нами. Мы сегодня провожаем последний путь великого человека, великого священника и великого гражданина нашей страны. Пусть земля ему будет пухом, а память о нем всегда останется в наших сердцах. Слово предоставляется Высокопреосвященному Иоанну, митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому, временно управляющему Казанской епархией. Ваше Высокопреосвященство, уважаемый владыка Дионисий, уважаемый господин президент, собратья-архипастыри, отцы, братья и сестры. Смерть – великое таинство, непостижимое для ума человеческого. На одних людей она наводит страх, для верующего человека. По слову апостола Павла, смерть – это приобретение. Я жажду соединиться с Господом своим. И сейчас будет совершаться великое священнодействие отпевания, в котором умерший будет общаться со всеми нами. Через божественные словеса, чинопоследования Он обратится к нам со словами великого духовного обращения каждому и скажет: физические уста мои закрыты, а духовно я возвещаю всем вам: молитесь о мне. Те, которым я совершал здесь, на земле, благодеяние, мне больше ничего не нужно, как только то, что я вам заповедовал, чтобы вы это хранили и исполняли. Обращается Он и к тем, кому по долгу своего архипасторского служения совершал деяния, негодные для их жизни. Без этого архиерею невозможно жить. Он должен быть и судьей нелицеприятным. И к ним он сегодня обращается и просит прощения, и свидетельствует, что смерть не разлучит его от любви ко Господу, которому он служил всю свою жизнь. Пусть каждый из нас, возлюбленные чада церковные, изольет из глубины сердец своих молитву к источнику подателю жизни, чтобы Господь по молитвам Царицы Небесной, которую Он почитал, явит ему ту милость, которую Он являет всем праведным людям.
Ты заповедующий заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя, тогда не постыжусь и внегда презрите меня все заповеди Твоя, исповедся Тебе в правости сердца, всегда научите меня суть вам правды Твоей. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела, часом исправит винейший путь свой мне да, сохраните словеса Твоя, всем сердцем моим взыскав Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моих скры словеса Твоя, я пода не согрешу Тебе, благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Слава моим, возвестихся судьбы Твоих, на пути святений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. Заповеди Твоих поглумлюся, и разумев пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи меня и сохраню словеса Твоя. Открой очи мои, разумея чудеса от закона Твоего, пришли Царс есим на земле, не скрий от меня заповеди Твоя, возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоей на всякое время, запретил еси гордым прокляти, уклоняющиеся от заповедей Твоих, отыми от меня поноса нечижение, яко сведений Твоих взыскал. И посетоша князи на мя клеветавших, раб же Твой гумляшися в оправдании Твоих, ибо сведение Твое поучение мое есть, и совести моя оправдание Твоя. Припей земли душа моя, живи по словеси Твоему. Пути моя возвести, Ты услышал меня, и научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих разуми и поглумлюся чудесем Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в словесех Твоих, путь неправда отставит меня, и законом Твоим помилуй меня, путь истины изволих, и суды Твои не забых, прилепи к сведению Твоим, Господи, не послами меня, путь заповедь Твоих теков, егда расширилось сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправдания Твоих, и взыщу и выну, вразуми меня, и испытаю закон Твой, сохраню и всем сердцем моим, настави меня на стези заповеди Твоих, я какую восхотеть, преклони сердце мое во сведение Твоя, я не влекаимству. Раба Божия, новопредставленного митрополита Феофана, я еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Благодатный Бог, почини душу его, и деже праведнее упокояются. Царства Небесного, и оставление грехов Его, Христа Бессмертного, Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Яко Ты еси воскресение, живот и покой, усопшего раба Твоего, новопредставленного митрополита Феофана, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем и со Пресвятым и Благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил меня и
щедроты Твоей же буду, яко закон Твой поучение мое есть, да постыдятся корни, яко неправедно беззаконно вашу намять, аже погублю всех заповедей Твоих. Да обратят на боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя, будет сердце мое непорочного оправданий Твоих, якогда не постыжуся. Исчезает во спасении Твоей душа моя, по словеса Твоя упова. Исчезоши очи мои, слово Твое глаголюще, когда утешишь меня. За не бы мне тебе прославить, оправданий Твоих, за не забыть, коли Ты есть день рабов Твоему, когда сотворишь и нагонящему суд. Поведаша мне, законопреступница глумления, но яко закон Твой, Господи, все заповеди Твои истинно неправедно погнаши мя, помози. Моля, не кончаши меня на земле, отже не остави заповеди Твои, по милости Твоей живи мне, сохраня святение уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, роды родительства Твоя основалась и земля, и пребывание. С учением Твоим пребывает день, яко всяческая работа Тебе, яко раньше бы не закон Твой, поучение мое был, тогда ума погибл бы во смирении моем. Вовек не забуду оправдания Твои, яко в них оживил вместе, Твои ся спаси меня, яко оправдание Твое помогло. И даже прежде Ты погубите меня, свидетельные Твои разуме, всякие кончины великоне, чего-то заповедь Твоя земно. Ой, устремив закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть, очи враг мой помогите, сии заповеди Твоею, яко век моя есть. Паче всех учащих себя разуметь, яко святение Твое учение мои, паче старец разуметь, яко заповедь Твоя взыска. От всякого пути лукавого возбрани к ногам моим, якогда сохранишь на веса Твоя, от судеб Твоих не уклонишься, яко Ты законом положил Моисей. покое сопшего раба Твоего, но представленного митрополита Феофана, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылай, с безначальным Твоим Отцем, и с святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем, пресвятым и благим и животворящим Твоим Сыном, ныне, Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
яко грядет час и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бы Отец имать живот в себе, так удаде и Сынове живот имейте в себе, и область даст ему и суд творите, яко Сын Человечий есть, не дивитесь сему, яко грядет час, вонь же всесущие во гробе услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшие благая воскрешение живота, а сотворшие злая воскрешение суда. Не могу о себе творите ничего же, яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть, яко не ищу воли моей, но воли пославшего мя Отца. Владыка, Господи Боже наш, едини имей бессмертие во свете живы неприступном, убивая, оживотворяя, низводяй в ад и возводяй. Ты премудростью создал иси человека, и паки в землю того возвращаешь, душевный долг истязуй. Тебе молим, прими душу раба Твоего, и упокой его в недрах Авраама, Исаака и Иакова, и дашь ему венец правды Твоя, часть спасаемых, славу избранных Твоих, да них же трудися в мире всем, имени Твоего ради, примет богатное воздаяние в обителях святых Твоих, благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа.
почтение. Братья, яко же единым человеком грех в мире вниде, и грехом смерть, и тако смерть во вся человеке вниде, гнев же си согрешиша, то закона по грех в мире, грех же не менявшийся, не слышу закону, но царство смерть от Адама, даже до Моисея, и над несогрешившими по подобию преступления Адамова, и же есть образ будущего, на него же яко же прегрешение тако и да, аще по прегрешениям единого мнозем роша, множе и паче благодать Божия, и дар благодати единого человека Иисуса Христа, во многих преизлишествовал, и не яко же единым согрешим дарованием, грех по единого осуждения, также от многих прегрешений в оправдании, паче по единого прегрешению смерть царства единем, множе и паче избыток благодати, и дар правды приемлющий, жизни воцарятся единым Иисусом Христом, тем же обоят уже единого прегрешения, во всякий человек в ниде осуждение, так уже единого оправдания во всякий человек в ниде, оправдание жизни, я тоже за послушанием единого человека грешни выше мнозы, птицы и послушанием единого праведни будут мнозы, закон же при ниде, да умножится прегрешение, и еже помножится грех, преизбыточество во благодать, да яко же царство грех во смерть, так же и благодать воцарится правдою жизнь вечною. Иисус Христос, Господи нашим, Мир чтущему. и Духове Твоему, аллилуйя, 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 блаженный Божий храм, и приятный Господи. Ты мудрость спроси, услышим святаго Евангелия. Мир всем. От Иоанна святаго Евангелия чтение. Речи Господь, ко пришедший к Нему иудеи, Отец мой доселе делает, и я сделаю. Сего ради паче искаху Его иудеи убити, яко не токмо разоряет субботу, но Отца Своего глаголит, Бога равенся, творя Богу. Отвещав же Иисус речей им, аминь глаголю вам, не может Сын творить о себе ничего же, аще не еже видит Отца творящего, еже бы Отец творит сия, и Сын такожде творит. Отец Бог любит Сына и все показует Ему, аще Сам творит и больше сих покажет Ему. Дела да вы чудитеся, яко же бы Отец воскрешает мертвых и живит, такой и Сын и же хочет живит. Отец Бог не судит никому же, но суд весь даде Сынове, да чтущий Сына, яко же чтут Отца, а иже не чтит Отца, не чтит Сына, не чтит Отца, пославшего Его. Аминь, аминь, глаголю вам, яко слушай и слависе моего, и верой пославшему мя, им живот вечный, и на суд не придет, но придет от смерти живот. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, яко Твоеточие есть, еже жить и бессмертный, и слава непостижима,
и человеколюбие неизреченное царство неприемно, и лицемерие нестью тебе, всем будь человеком, общее житие счинил, если предел жития исполнившийся, тем же тебя просим, раба, Господи, раба Твоего, и сослужителя нашего бывшего, митрополита Феофана, в надежде воскресения жизни вечного усопшего, в недрах Авраама, Исаака и Иакова покой, яко же на земле в церкви служителя того поставил еси, такое в небесном Твоим жертвеннице покажи, Господи, понеже в человецах духовных достоинством сего украсил еси, и евангельскую славу неосужденного того прими. Сам на земле жизнь его прославил еси, сам же исход жития его, во исход святых Твоих праведных чини, души его со всеми от века Тебе благогодившими счастли, яко Ты еси воскресение и живот, и покой усопшего раба Твоего, митрополита Феофана, Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем с безначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Покой, презирая от благ согрешения, яко человек смертный житие содея, молитвами Богородицы, едине человеколюбче.
есмь хлеб животный, гряды ко мне не имать залкатися, и веруя в мя не имать жаждатися никогда же. Но рекла, яко и видеста мя, и не веруете. Все еже дает мне Отец, ко мне приидет, и грядущего ко мне не иждену Бог. Яко снидох с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Сие же есть воля пославшего мя Отца, да все еже додели, не погублю от них, но воскрешу е последний день. Господи, сил, скорбящих радости и плачущих утешения, и всех малодушие сущих соступления сих, плачем усопшего содержимые, Твоим благоутробием утешим, всякую болезнь, слежащую в сердцах их исцели, и раба Твоего, новоприставленного митрополита Феофана, в надежде воскресения жизни вечной усопшего, в недрах Авраамлев упокой. Яко Ты се воскресение живот и упокоение раба Твоего, новоприставленного митрополита Феофана, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого подвига недоумеющих, сил всевали Твоя ко владыце, грешные приносим, помилуй нас. Господи, помилуй нас, не
святых, душа Его во благих водворится. Господи, во славу Божию, дабы никто не примолчишь от потом же Христу веровавших в пришествие Его, даже кончине игра предаст Царство Бога Отцу, всегда спросит всяко начальство и всякую власть и силу. Подобает Твоему царствовать, и доне же положить вся враги под ногами Твоима. Последний же врагу празднинцу света, вся покори под нос Его, никогда же света, вся покори на суд Ему. Вся век разве покоршего ему вся, и даже покорит ему всяческая, тогда и сам сын покорится покоршему ему всяческая, да будет Бога всяческая во всех. Мир тебе. И Духу Твоему, аллилуйя, 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 блажен Господь, услышимся, как Евангелие. Мир всем. От Иоанна, святаго Евангелия, чтение. Рече Господь, ко пришедшим к Нему иудеям, воле пославшего мя да всяк видей Сына, и веруя в Него имать живот вечный, и воскрешу Его с последний день, роптаху во Иудею нем, яко речас есим хлеб шеды с небесе, и глаголах унесели есть, Иисус, сын Иосифов, Его же мы знаем Отца и Матерь, как оба глаголет сей, яко с небесе снедох. Отвещал бы Иисус и рече им, не ропщите между собою, никто же может прийти ко мне, аще не Отец послав имя, привлечет Его, и я воскрешу Его последний день. Бога Тя исповедай в рай, вселися, и мы, спавшися страстью Твоей, Владыко, разбойника подражающий верою вопием, помяни нас, всегда приидешь во царстве Твоем. Сердцем от земли создал имя, тело мое создал и божественным хотением, душу же живоносным вдохновением духнул, вложи повелением святым, отнюдь же тлением греховного тле подведено меня возвал, если человеку любче, за крайнее благоутробие, но упокой Божий, Его же приял, если со святыми Твоими.
тело разлучается ужасное таинство и страшное всем. Душа воплощенна отходит, тело же покрывается земли предано. Тем же и мы, познавши конечный исход, ко спасу предварив со слезами вопиющие, помяни нас, егда приидешь и во царствие Твое. Хоть что меня рыдаете люто, о человеце, почь концу имя тетися, приставленный всем провещевает, смерть боец всем упокоение, отнюдь же глаз Иова услышим глаголющим, смерть мужу покоить, за упокой Божий, Его же приялись и со святыми Твоими. Всемудрый Павел, прежде яви представление всех научает, яко мертвые восстанут нетленние, мы же изменимся Божьим повелением, тем страшная труба огня возгласит, от века спящие от сна восставит, но упокой Божий, Его же приял еси со святыми Твоими. Представленные во гробе лежа мертвые, благопримирительный всем вопиет, придите, земнородни, ко мне, узрите доброту телесную черневшую, тем же от нее познавши братья исход, по спасу предварим со слезами вопиющим, упокой того Божие, Боже, приял еси со святыми Твоими. Естественнее во чреве Твоем, Владычица, бессеменно зачала еси Бога привечного, и плотью того родила еси Бога же и человека непреложно, и неслиянной отнудужимой Богородицу, Тя присно знающий, родшемуся из Тебе Бог уверуя вопием, помяни нас во царствие Твоем. Помни, мир всем. Блаженный Боже избрал и приял исти, Господи. Твоего во благих творится. Блаженный Боже избрал. И мудрость, Римлянам послание святого апостола Павла чтение, братья, мудрствуя день, Господи, мудрствует, и не мудрствует, день, Господи, не мудрствует, язык, Господи, яс, благодарит Бога, и не язык, Господи, не яс, и благодарит Бога. Никто же во власти живет, и никто же себе умирает, а Хилуба живет, Господи, живет. Аще не умираем, Господи, умираем, аще луба живем, аще умираем, Господи, еспы. На сие Бог Христос и умрет, и воскресет, и оживет, да и мертвыми, и живыми обладает. И Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блаженный Боже избрал и принял еси, Господи. И мудрость прости услышать святаго Евангелия. Мир всем. От Иоанна святого Евангелия чтение. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, а здесь хлеб животный, отцы ваши ядо шаману в пустыню и умроша. Сей есть хлеб, сходя с небесе, дащик тот него яст,
не умрет, а здесь хлеб животный, и же сшеды с небесе, аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки. И хлеб его же оздам, плоть моя есть, и уже оздам за живот мира. Рякуся же между собою жидови глаголюще, как он может сей нам дать и плоть свою ясти, тече же им Иисус. Аминь, аминь, глаголю вам, аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его живота, не имате в себе. Яды мою плоть и пияй мою кровь, имать живот вечный, и аз воскрешу Его последний день. Надгробную сию с плачем взывающий песнь, верно гроба Твоего упокой, яко благоутробие. Упокой, Господи, душу солнце гроба Твоего. Я лесную Тебе сподоби слове святого стояния, со избранными Твоими в надежде воскресения умершего, человека любче прилежно молимся, согласен хваления. Упокой, Господи, душу солнце гроба Твоего. В небесном честном царстве Твоего избранного раба светло радуйтесь, от земли приставшегося сподоби человека любче, презирая, яко благоутробен, душевное согрешение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко трава житейская слава вкупе прозиде, и абия узше, где во гробе сан, где зрак или доброта таму, тем же пощади, Господи, раба Твоего, яко благоутробен. И ныне присно и во веки веков. Аминь. По всей любови воспеваем Тебя, Дева Пречистая Мария, Мати Божия, яко неусыпаемые имаши молитвы Твои, око присно, от прегрешений избави ныне и суда смертного нас. Согреши слой, тем же молении прими нами смиренными, но слаби остави спаси Твоего раба вся согрешения. Упокой, Господи, душу солнце раба Твоего. Человека любит, яко Ты, Господи, милостив, прощай грехи живым же и мертвым властью многою. Тем же Тою спаси раба Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Название спаси верно приставшегося, покажись наследника. Приемли того конечную молитву слезную, един безгрешнее. И ныне присно и во веки веков. Владыче
Владычица наша, Всесвятая Богородица, Деву, молящий не пристает, того родила, еси Бога, приставшего северно, царствие своего сподоби. Воистину суета всяческая, жизни это сенесоние, и подсуетите со всяким народы, яко же рече Писание, егнами приобряще, когда Бога вселимся, и еже купы цари и нищие, всех же Христе на Богу возданием живых, вселенных праведных упокой. Покой, Господи, душу усопшего. Яко суд нестерпимый есть страшного прещения он ко дне, приставшемуся в вере и надежде воскресения, оставление всех согрешений прилежно у Христа просим. Покой, Господи, душу усопшего Твоего. Уже покаянием вошедшего Тебе свящу в Христе светло, прежде смерти раба владыка благоутробнее спаси, в чертогах Твоего сего светло сподоби. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Недавно жиша сокровенная вся, и обличиша Христе наши грехи, яко же приял еси Господи, пощади благи, Его поминай исповедание. Предани Христа и во веки Его хвали. Не забывай вопиющих ти с плачем прилежно, Святая Богородице, всех упокоение, обрести благая верному Твоему рабу, от нас приставшемуся. Покой, Господи, душу усопшего Твоего. Лица избранных и в сладости щедре райское, Его же вере у нас представил еси упокой, Ты бы положил еси всем спасе наш, согрешающим человеком покаяние божественное, яко владыка и сего царствие Твоего сподоби. Покой, Господи, душу усопшего Твоего. Власти, яко Бог владычне, милуешь и Твое создание, Его же закону человеческому, Господи, покорил есидине человеколюбче, тем же ослаби, остави спаси, преставшегося верою грехи, и сего царствие Твоего сподоби. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Боже, убегнет там у страшного суда Твоего престола, цари сильнее все, с рабы в купе предстанут, и глаз судьи страшный согрешивших людей, на суд гиены отшлет, от нея же Христе избави раба Твоего. Едини Христа и во веки Его хвали. Рождейся, Избавитель, преестественнее по естеству человеческому,
Его же Деву, не невестная, прилежно моли избавите всех мук и лютых и страшных адских мучений. Спаси же от нас ныне, преставшегося верно. обличающий дела вся, от него же раба Твоего избави человека любче, его же приставил еси. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Верьте, спаси мой приставшемуся, молимся Тебе, милости Твоя, Христе, дверь, да ликовствует в славе, причащайся, веселье державы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слави прегрешений Твоею милостью спаси Твоего раба, его же ныне в вере приставил еси, яко никто же оправдается от дел человеческих, человека любче. И ныне Христе вовек. Клятвы отъятия Создатель, плотью родися, Богородительнице, и всех вере умерших спасая, яко благ и человека любит. Ради Твоего Господу помолимся. Господи, помилуй. Ты покой усопшего раба Твоего, новоприставленного, митрополита Феофана, Христе Боже наше, Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Yeah.
Восставшего во все соберитесь, и севшее слово услышите, страшное, братья, судище, и деже има мы все предстати, несть бы там раб ниже свободен, ниже есть там малый, ниже великий, но в сеназе предстанем, сего ради добро есть вопите часто псалом. Аллилуйя! Обнимся все связанные в Что горькие умирающие глаголы, братья, я же вещают их, да отходят, братья разлучаются, другого оставляю всех и отхожу, рамо убоегу не вем, или како има быть тому, не вем хочет. Изречение крещения избавить Христе, Его же вере, от гнили прелости раба Твоего, и пети Тебе подашь, рабу Твоему избавителю, Боже, благословен еси. И райское наслаждение усопшего раба Твоего, верно, вместе с селени славы, иные Боже сподобивай, подашь пети Тебе, избавителю Боже, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Нужно же неисповедимое, гиены есть братья, там его души грешных, с телом умопалятся, из болезней слезят, не могущего пить, избавителю Боже, благословен еси. Божья Матерь, поющая Богородице, пренепорочная и живущая присно гождай, молитвами Твоими, представшиеся горьких мучений избави, да с Тобою Христу вопиют, избавителю Боже, благословен еси. Ой,
от нас представленного ныне страшного прещения избави, гиенского мучения и скити вовеки. Покой, Господи, душу усопших города Твоего. О радости праведных, юже приемлю, когда приедет судья, там могучий Богу готовася и рай, и все Христово царство. Тем же Твоя рабы веселящиеся покажи, со святыми в Христе вовеки. Благословим Отца и Сына и Святаго Господа. Кто постоит Христу пришествие Твоего страшного прещения, то токмо небо смеется, так же свиток страшный, и падут звезды, страхом поколеблется вся тварь, и свет изменится, но тогда пощади слове от нас, пристальшегося. И пресны вовеки веков. Аминь. И Боже воплотила еси Сына, почестество чистая, сея судья живых и мертвых, и судья всей земли спасет от мучений, их же пощет паче же любовью поклоняющихся, коим изображение тому, и Тя воспевающих Богородицу во вся веки. Вся вопиющая к Нему, не внеди в суд с рабом Твоим. Покой, Господи, душу усопших раба Твоего. Яко в вере и надежде воскресения усопшего брата в обителях святых в чини, Христове усердно помолимся вернее. Суд вот там грозное, испытание страшное, и никто же сам себе помощи может. Разве благая дела и общая верных молитва, и возопием, не вниди в суд, Господи, с рабом Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В нестаремии Твоей славе и сладости райской от нас, приставшегося ныне в чине блаже, яко православием и покаянием притекшего к Тебе в вере, и сотвори его избранно, предстателя Царствия Твоего. Тя, яко Матерь жизни, паче естества, сущую Богородица Дева, благочестно воспеваем верни, Тобой бы мы, умершие прежде, обессмертившися, обретохом живот, и сей Тебе песнь исполняем. Погиб, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении души усопшего раба Божия, новоприставленного митрополита Феофана, и еже проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Иди же праведнее, упокояются. Милости Божие, Царство Небесного, и оставление грехов Его, у креста бессмертного, Царя и Бога нашего,
Человек, яко трава от него, яко цвет цельный, ягоду пройдя в нем не будет. Истина Господня пребывает вовек. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ныне избрав Богоматеря Троковицу, яко родись из нея Христос, Избавитель всех. Господи, слава Тебе! Хвалите Господа с небес, хвали, як Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его вся сила Его. Тебе подобает песнь Богу. Сотворитель тут написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во громасе трубне. Таинство находит во всем безгодие, естество расплевается дождик, старцы взимают, игумены, книжники, учители, суетно мудрствующие тли, епископы, пастыри, ново зовем со слезами, повелением Твоим, Господи, Его же приял еси, упокой белье ради Твоей милости. Видите, что Богу честью прошли архиерей провести, жрецы приносите божественное таинство и божественное повеление прежде, от житейских волк тебе, и Гоже, яко архиерей спасти, приим спаси, избавит на его покой, и Гоже, приял еси великий ради Твоей милости. Слава благодарим Тя, великий ради славы Твоя, Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Господи, Боже, Агнче Божий, Сыне Отеч, в земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира прими молитву нашу, сидя и десную Отца, помилуй нас, яко Ты еси един свят, Ты еси един Господь Иисус Христос, славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки и век веков. Господи, прибежище был и нам род и род, а взрев, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя. Сподоби, Господи, в день сей, без греха сохранитеся нам. Благословенный си, Господи, Боже, Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословенный си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословенный си, Владыко, разуми меня оправданием Твоим. Благословенный си, святый,
просвети меня оправданий Твоими. Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Господь наш Иисус Христос, божественную Своей благодатью, даром же и властью, данную святым Его учеником и апостолам, воеже вязайте и решите грехи человека, грех им, примите Духа Святаго, их же отпустите, грехи отпустятся им, их же удержите, удержаться. И елико аще свяжете и разрешите на земле, будут связаны и разрешенно и на небеси. От он их же и наны друг друга приимательно пришедшие, да сотворит через меня смиренного, прощенно и сие по духу, отца моего духовного митрополита Феофана, от всех елико, яко человек согреши Богу словом, или делом, или мыслью, и всеми своими чувствами, волею или неволею, ведением или неведением. Аще же под клятвой отлучением быть, или аще клятву отца своего или матери своей наведе на себя, или своему проклятию подпаде, или клятву приступи, или иными некими грехи, яко человек связася, но всех сих сердцем сокрушенным покаяся, и от тех всех вины и узы да разрешит его. Елико же за немощь естества забвению предаде, и та вся да простит ему, человеколюбие ради своего, молитвами пресвятые и преблагословенная Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых славных и всехвальных апостолов и всех святых.
Ныне и присно и во веки веков. Свечей снимаем сейчас. Ровно.
Протодиакон Александр.